Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Сложные ногти. Какие они? Для меня короткие, обгрызенные, с близко располагающимися капиллярами. Выполним преображение сложных ногтей с влажной кутикулой. Будет интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Посмотрим на ручки моей модели. Кутикула сильно стелится на ногтевую пластину, а сами ногти чересчур короткие. Множественные заусенцы из-за того, что кутикула стелется и натягивается. В таком случае нужно крайне аккуратно работать, чтобы не поранить клиента. Будем выполнять преображение? Поехали! Отодвигаем кутикулу апельсиновой палочкой, аккуратно раскрывая карман. Если вижу какие-то участки, которые не поддаются, оставляем, не отковыриваем насильно. Важно начинать с синуса, с боковой стороны, не с середины, чтобы просто-напросто не порвать кутикулу. Такие заусенцы большие образуются по причине того, что кутикула стелится на ногтевую пластину, происходит натяжение и кутикула просто как лопается. В таком случае всегда рекомендуем клиенту в домашнем уходе отодвигать кутикулу, наносить увлажняющие средства. Для того, чтобы еще лучше раскрыть карман, воспользуемся безопасной фрезой. Это та насадка, которая не имеет абразива и отлично подходит именно для таких случаев. Работаю на скорости 15-20 тысяч оборотов в положении форвард. Прочищаю сначала левые стороны, затем правые. На мизинце очень сильно стелится птеригий, и, как вы видите, насадка его отлично и быстро убирает. К тому же на мизинце очень много порезов, нужно работать крайне внимательно. На реверсе прорабатываю правые стороны. Вообще насадка работает по принципу, как и фреза пламя алмазная, те же рабочие поверхности у нее. После приподнятия можно увидеть, что внутри еще остался птеригий. Так оставлять нельзя, и потом мы его дочистим алмазной фрезой. Если его оставить, то неизбежны затеки материала, и покрытие просто не получится близко. Часто мастера в недоумении, почему у них затекает покрытие гель-лак, ведь они сделали маникюр. Но если приподнять ноготь, посмотреть внутрь кутикулы, мы увидим, что осталось очень много такого налипшего птеригия. Безопасная фреза крайне деликатно работает по ногтевой пластине, ее не пропиливает, а лишь убирает кожицу сверху. Приподняли кутикулу и теперь подготовим ногтевую пластину к моделированию. Для этого использую абразив 180 грит и совершаю длинные движения слева направо, матирую ноготь, чтобы не оставалось глянцевых участков. Ведь это важно для того, чтобы была хорошая носибельность без отслоек. Важно не перепилить ногтевую пластину, излишне ее не истончить, от этого также может ухудшиться сцепка. Сейчас мы видим кутикулу, которая просто нам мешает выполнить дальнейший чистый маникюр. Мы не можем туда подлазить алмазной фрезой, мы будем не видеть обрабатываемую поверхность. Поэтому сейчас на черновую кусачками срезаю кутикулу. Здесь нет какой-то особенности, нужно просто убрать то, что мешается. Не трачу на это много времени, не аккуратничаю, просто быстро выполняю срез. В конце мы его продублируем. Да, бывает такая кутикула, действительно, которая требует двойного прохода. То есть приподняли фрезой, срезали, затем снова приподняли и снова срезали. Конечно, на такой маникюр уходит намного больше времени, но когда клиент к вам будет ходить регулярно, кутикула привыкнет и маникюр будет занимать уже меньше времени. Поскольку кожа у моей модели чересчур влажная, мы можем нанести тальк на кутикулу, зону боковых пазух, хорошо стряхнуть остатки щеткой. Благодаря тальку кожа не будет забивать насадку. Также, если у вашего клиента влажные ладони, можете тальк нанести и туда. Вам и клиенту так будет комфортнее работать. Для более глубокого зачищения птеригия использую алмазную насадку пламя. Прорабатываю в положении форвард левые стороны, а также передний дистальный валик. Он у моей модели огрубевает из-за того, что выступает над ноготочком, делая своего рода защиту ногтя. В таком случае важно хорошо оттягивать кутикулу, чтобы проработать глубже. Если все-таки ваша насадка забилась, вы всегда ее можете очистить, а боковую сторону бафа.
Пламенем обрабатываю боковые валики, стараюсь шлифовать заусенцы, но это мало получается, потому что кутикула, несмотря на тальк, все равно влажная. Аппарат не совсем хорошо справляется с таким типом кутикулы, поэтому разумнее все эти заусенцы будет срезать и зашлифовать. Таким образом у нас получается комплексная, объемная работа по преображению этих ручек. То есть действительно не просто для мастера обработать такую кутикулу. Пишите, пожалуйста, в комментариях, попадались ли вам клиенты с такой кутикулой и сколько по времени у вас занял маникюр. У меня на этот маникюр ушло около часа, и это только маникюр. В некоторых местах мы работали предельно аккуратно, я смотрела на реакцию моей модели, но, к счастью, не поранила ни одного ноготка. На этом этапе срезаем приподнявшуюся кутикулу кусачками, дорабатываю мелкие заусенцы. Здесь я уже не дышала, старалась срезать по микрону, чтобы не навредить моей модели. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Теперь зашлифуем заусенцы. Для этого использую алмазную насадку диаметром в 5 мм. В положении форвард совершаю движение справа налево и слева направо, так как справа налево срезается, а слева направо шлифуется. Дополнительно прорабатываю боковые валики и дистальный. Ранки на мизинце уже зажили, поэтому тоже работаю по ним, но без нажима. Отправила мою модель помыть руки, обезжириваю ногтевую пластину, и мы можем видеть, что получилось. Я считаю, что уже хороший результат. Ноготки уже преобразились, и теперь наносим подготовительные препараты. Обязательно дегидратор при влажных руках. Его можно наносить до нескольких раз, чтобы подсушить ногтевую пластину, чтобы не было проблем с носибельностью. И в этом случае буду использовать кислотный праймер. Важно хорошо отжать кисть и наносить его в совсем небольшом количестве, не попадая на передний выступающий валик. Обязательно уточните у клиента, были ли у него до этого проблемы с носибельностью, встречались ли с аллергической реакцией, бывали ли ожоги ногтевой пластины, потому что в таких случаях не рекомендую наносить кислотный праймер. Для моделирования будем использовать акриловую пудру, твердую акриловую систему. Нам понадобится мономер для того, чтобы получить нужную консистенцию, для того, чтобы материал начал полимеризоваться. Наливаю небольшое количество мономера в емкость. Она должна быть стеклянная, не пластиковая. У данной жидкости есть специфический резкий запах. По этой причине во многих салонах запрещают работать акрилом. Но у него множество неоспоримых плюсов. И самое главное – это прочность. Как правильно набирать шарик? Опускаю кисть до середины в емкость, набирая жидкость. Осушаю кисточку о бортик, затем на несколько секунд задерживаюсь в баночке. Пудра прилипает к кисти, и если мы все сделали правильно, увидим, что шарик равномерно пропитанный жидкостью, не белесый и не растекается. Какие могут быть ошибки? Если, например, много взять жидкости, шарик будет чересчур мокрым, будет стекать, расплываться. И наоборот, если взять очень много материала, кисточка будет сухая, можно увидеть крупинки акрила. В таком случае это будет видно при моделировании ногтей, и ногти получатся не такими красивыми и крепкими. Вам важно потренироваться, набирать таким образом шарики, и когда у вас начнет получаться, акриловое моделирование покажется очень простым, потому что консистенция будет похожа на акригель. Я думаю, вы уже наверняка пробовали работать им. Следующее главное преимущество акригеля – это то, что он стынет на воздухе. Им нужно работать очень быстро, но для кого-то это может быть и минусом, потому что не подразумевается медленная работа. Специально взяла типс, на котором нету части, и ее необходимо достроить, как будто у нас ноготок сломался. Поскольку материал стынет на воздухе, я могу его выглаживать, вытягивать так, как мне нужно, пока он полностью не затвердеет. Окончательная полимеризация акрила происходит через 24 часа, то есть мы с вами сделали ногти, и акрил дает еще усадку некоторое время.
а затем становится максимально твердым. Можно достраивать небольшие уголочки, неровности на ногтевой пластине, не бояться, что что-то куда-то потечет. Но обязательно, конечно, нужна сноровка. Потренируйтесь, это действительно классный материал, который не стоит списывать со счетов. Вернемся к нашей модели. У нее короткая ногтевая пластина, поэтому не будем сегодня наращивать большую длину, чтобы она проходила с короткими ногтями как можно дольше, чтобы мы смогли отрастить натуральные ногти. Пропитываю ногтевую пластину ликвидом, набираю небольшой шарик и кладу ближе к свободному краю. Вы можете увидеть, что шарик акрила у меня не начал растекаться, не начал затекать на передний валик. Это правильная консистенция. Помимо этого, скорость затвердевания акрила будет зависеть от температуры в помещении. У меня было очень-очень жарко, поэтому приходилось работать быстро. Совсем немного, на несколько миллиметров вытягиваю длину и делаю форму скво-овал. Считаю, она наиболее уместна в таком случае. Первым шариком мы сделали удлинение свободного края, а вторым шариком должны достроить зону кутикулы. Набираю небольшое количество. Опять же, посмотрите, шарик у меня не растекается под кутикулу, а стоит так, как я его и поставила. Пузиком кисти протягиваю на себя, вытягиваю, делаю ровную поверхность. И важный шаг. Мы должны кончиком под углом 45 градусов тщательно прижать материал в зоне кутикулы. Это обеспечит носку без отслоек. Приступаю к следующему ногтю, а первый у меня пока полимеризуется. Распределяю зону перехода от материала к натуральной ногтевой пластине, вытягиваем длину, подбираем снизу. В этом, кстати, тоже преимущество акрила, что мы можем снизу приподнять материал, он не будет опускаться вниз, например, как в акригеле. Достраиваем у кутикулы по такому же принципу. Кстати, для акрила используется специальная кисть, натуральная, из колонка или соболя. Она не будет залипать материалами и, конечно, от кисточки очень многое зависит. Когда на указательном материал начал затвердевать, поверхность становится матовой, я могу поджать ногтевую пластину. Для этого использую вот такой зажим, ставлю на точки вроста и свободный край, не жму натуральную ногтевую пластину. Я надеюсь, что в следующий раз, когда ко мне придет данная модель, ее ногтевая пластина станет уже. Наверняка вы замечали, что даже при носке гель-лака длительное время ногтевая пластина скручивается и также становится уже. Здесь такой же эффект. Продолжаем работать конвейером, выкладываю полностью материал на один ноготь. В это время предыдущий полимеризуется, я ставлю на него прищепку. Кстати, может возникнуть такое чувство сдавленности после процедуры. Это нормально, потому что акрил дает усадку еще некоторое время, как я говорила, но через некоторое время это ощущение пройдет. Можно предупредить об этом клиента. Если маникюр на данной модели я делала час, то вот это моделирование, мне кажется, заняло минут 20. Потому что при работе с акрилом у нас нет возможности подумать, растягивать его, размазывать. Он у нас не растекается. Мы быстро выкладываем и уже готовый ноготь. Остается лишь немного пройтись пилкой по поверхности. Например, когда я участвовала в чемпионате, у нас была номинация по моделированию салонных ногтей French на одной руке, где давалось 45 минут. И действительно это реально за счет того, что акрил быстро сохнет, не требуется полимеризация в лампе. После того, как материал полностью просох, мы это можем определить по звуку, постучав по ногтевой пластине. Если он звонкий, значит все хорошо просохло. Приступаем к опилу. Придаем форму свободному краю и проходимся по поверхности. У кутикулы стараюсь не проходить, чтобы не испортить мой маникюр. У кутикулы пройду тонкой фрезой. Нужно учитывать, что акрил пилится труднее, чем акригель или гель, поэтому не стоит выкладывать лишних бугров, надеясь на то, что потом вы все это опилите. Взяла твердосплавную насадку с синей насечкой, тонкую, и на максимальных оборотах прорабатываю зону около кутикулы, делая плавный переход материала на нет. Также можно выпилить толщину изнутри, если она где-то появилась, сильно оттягивая передний валик.
Далее не шлифую, потому что если сделать слишком глянцевую поверхность, то следующее покрытие может отслоиться. Просто обезжириваю, убираю пыль и наношу уже тонкий слой базы. Базу наношу для подстраховки, чтобы покрытие гель-лак не отслоилось. Я знаю, что бывает такое, если вы нанесете сразу гель-лак на акрил, может возникнуть такая проблема. Для покрытия мы выбрали нейтральный оттенок розового. Моя модель предпочитает спокойные нежные оттенки. В зоне у кутикулы и по боковым сторонам прокрашиваю тонкой кистью. Поскольку у нас здесь нет глубокого подкутикульного кармана, то покрытие гель-лак ложится в стык. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Засушиваем и наносим второй слой для плотности. Часто я слышу такое мнение, что наращенные ногти выглядят ненатурально, неестественно, это сразу заметно. Но, по-моему, глядя на ногти моей модели, никто не догадается, что это ногти не ее. И выглядят максимально естественно. Покрываю топом в средний слой, отправляем на просушку. Это еще не все, поскольку у моей модели остались совсем мелкие-мелкие заусенцы, которые могут превратиться в большие, мы зашлифуем кутикулу по маслу. Наношу небольшое количество себе на перчатку, из флакона не наносим на кутикулу клиента, потому что это не гигиенично. Наношу масло на силикон-карбидную насадку и в положении реверс прорабатываю движениями снизу вверх, чтобы не повредить покрытие. Таким образом кожа как бы запечатывается и заусенцы не будут появляться вновь. Модель была очень счастлива, она говорила о том, что до этого ей всегда ранили кутикулу, и я счастлива, что мне удалось ее порадовать и преобразить ее руки. Результат нашего преображения, я считаю, что очень здорово получилось. Если считаете так же, ставьте пальчики вверх. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!